под утренним солнцем и следами шторма, смогут ли Тутьен и Джек раскрыть тайну силы человеческой доброты и возрождения веры в эпизоде 19. Спустя 7 дней после шторма Яги небо в горном регионе наконец вновь засияло чистым голубым светом. Солнечные лучи освещали холмы, пробиваясь сквозь листья, усеянные каплями дождя, и выявляли каждую метку, оставленную бурей. По всей деревне люди начинали восстанавливать свою жизнь. В этом тихом ритме ферма, где находилась Тютьен, постепенно оживала. В отличие от многих мест, сильно разрушенных бурей, ферму затопила лишь поверхностно, вода принесла с собой песок и мусор, но не покрыла ее слоем грязи, как в центральном районе. Тютьен стояла у веранды дома, глядя на поваленные банановые грозди и несколько деревьев, чьи стволы были переломаны. Она медленно выдохнула и тут же принялась за работу. Каждый день она уделяла время уборке каждого уголка, собирала оборванные листья пальм, спасая те растения, которые еще можно было восстановить, очищала дорожку и передний двор от песка. Джек приехал с самого утра, прихватив с собой несколько инструментов. Увидев, как Тутьен отжимает мокрое одеяло на веранде, он поспешил прийти на помощь. «Будь осторожна, в таком состоянии тяжело», — сказал он. И Тутьен лишь слегка кивнула, затем отошла к печке на улице, где она разжигала огонь для подогрева воды. Спустя некоторое время они вместе принялись убирать инструменты и восстанавливать бамбуковый забор вдоль ручья, который вода сбила с места. Он указал на каменистый берег. «Нам стоит сделать насыпь выше, я попрошу рабочих принести большие камни и бетонную миксерную машину. Иначе, если в следующем году снова выпадет сильный дождь, вода снова переполнит все». Она села на ступеньки, вытерла лоб и ответила. «Ты уже все продумал?» Он улыбнулся и сказал. «Если не я, то кто еще? Ты одна здесь? А это небезопасно». К вечеру, когда солнечный свет стал мягче, они сели на каменистый берег. Перед ними протекал прозрачный ручей, неспешно текущий среди природы. Прохладный ветер приносил знакомый аромат леса. Хотя некоторые вещи были унесены потоком, а некоторые лопаты потерялись, Тутьен не испытывала грусти. Она тихо прошептала, как будто обращаясь к себе. Потерять немного все же повезло. Есть дома, которые потеряли все. Джек молчал. Спустя мгновение он открыл бутылку фильтрованной воды и предложил ей половину. Она приняла ее с нежной улыбкой. В этом мгновении им не требовалось много слов. Самое ценное после шторма не то, что осталось, а дух единения, когда все вместе встают, чтобы восстановить каждую крышу из соломы, каждый уголок кухни. И в этот спокойный первый после бури полдень, среди пения птиц и мягкого вечернего света, 2 человека тихо начинали восстанавливать свою жизнь своими руками, с терпением и с чувством, которое пока не обрело имени. Когда солнце поднялось выше, ветер начал сушить бамбуковые покрывала, временно привязанные Джеком с самого утра. Он стоял у веревок, удерживая их, чтобы они не провисали. Тутьен вышла из кухни, неся тарелку с горячей рисовой кашей, только что приготовленной. Запах жареного лука, унесенный ветром, заставил Джеку сердце биться быстрее. «Ты ничего не ел с вчерашнего дня?» – спросила Тутьен. Голос ее был не осуждающим, а обеспокоенным. Джек почесал голову и тихо засмеялся. Собирался позавтракать, но так спешил. Она поставила тарелку каши на бамбуковый стол и сказала: «Ешь, а потом куда угодно. Если не поешь, я разозлюсь». Не успел Джек взять тарелку, как зазвонил телефон. Он ответил, кивая головой, и коротко сказал: «Да, я сейчас подойду». Затем он отключил звонок и с неловким видом посмотрел на нее. Благотворительная группа в центре готовилась к транспортировке грузов, и если задержаться, не успеют доставить до вечера. «Договоримся, завтра за завтраком», – добавил он. Тутьен молча на несколько секунд вернулась на кухню и вынесла ему маленький пакет молока. «Если не ешь, хотя бы выпей», – подумала она, ведь в долгой дороге без еды никто не позаботится о нем. Джек принял пакет, не сказав ни слова, лишь посмотрев на нее с благодарностью, и ушел. Его пикап слился с потоком грузовиков, мотоциклов и сельскохозяйственной техники, прибывающих со всех сторон. Благотворительные группы с севера, центра и юга собрались на распределительном пункте. Каждый выполнял свою работу. Кто-то доливал воду, кто-то переносил макароны, кто-то проверял груз. Джек быстро влился в группу, как это было привычно. Дорога к селу все еще была разрушена оползнями, и во многих местах на автомобиле проехать было невозможно. Груз спасательных средств делили на меньшие партии и загружали на мотоциклы.
Были крутые склоны, по которым приходилось идти пешком, и участки, где вода покрывала грязь, и впереди приходилось перебираться по размытым дорогам. Джек засучил рукава, неся через канаву 2 ящика с макаронами. Ноги были в грязи, но он не останавливался. На пункте раздачи люди выстроились в аккуратные очереди. Некоторые были в изношенной одежде, босые ноги были в грязи, а ребенок, прижавшись к матери, крепко держал пакет молока. Одна пожилая женщина, получившая рисовые пирожки, с блестящими глазами сказала: «В моем возрасте и все же незнакомцы так заботятся». Джек стоял посреди двора, пот стекал по плечам. Он огляделся и тихо выдохнул. В этот момент в его душе не звучали ни звуки моторов, ни чертежи, лишь голоса людей, детский смех и сияющие глаза тех, кто только что получил маленький подарок. И тогда он понял, что иногда самое ценное приходит из самых тихих поступков. Не для того, чтобы кто-то увидел, а потому что не можешь не сделать этого. Во второй половине дня золотое солнце растягивалось над холмами, на которых еще были видны свежие следы грязи. У подножия холмов, где раньше происходили сильные наводнения, теперь располагался центр экстренной помощи для местных жителей. Джек вместе с волонтерами, представителями местной полиции, самоорганизованными жителями, местной молодежью и благотворительными организациями со всех уголков работали неустанно с самого утра. Никто не делал различий между собой, все действовали в едином ритме, оперативно, искренне и молча. Дорога в деревню все еще была залита грязью, и товары делили на мелкие партии, передавая друг другу через толпу людей и по скользким метрам земли. На некоторых участках автомобили не могли проехать, и люди приходилось нести грузы вручную. Один молодой врач остановился, чтобы помочь старику с больными ногами, а позади него маленький школьник с трудом тащил пакет с лапшой быстрого приготовления. Увидев это, сердце Джека сжалось. Он не смог удержаться и подошел, чтобы взять груз, затем сказал маленькому школьнику: «Спасибо тебе. Молодец». Чем дальше они продвигались вглубь труднодоступного района, тем яснее становилась удивительная сила единства. Люди, которые никогда не встречались, все равно доверяли друг другу, передавая ящики с водой, пакеты с медикаментами. Некоторые, проходя по скользкому берегу ручья, возвращались, чтобы протянуть руку следующему. Пожилой человек в изношенных пластиковых тапочках делился с детьми печеньем из своего спасительного набора. Никто ничего не требовал, никто не считал, все тихо поддерживали друг друга в этой крайней нужде. Джек продолжал помогать группе детей расчистить путь через засыпанный ров. Одна маленькая девочка поскользнулась, и Джек успел схватить ее за руку, затем поспешно успокоил: «Ничего, иди медленно». Девочка кивнула, ее глаза были полны слез, но она все равно пыталась улыбаться. Он похлопал ее по плечу, а затем вернулся за веревками, чтобы привязать их к столбам для предотвращения скольжения. Когда пункт раздачи подарков стал переполняться, люди все еще выстраивались в аккуратные очереди. Каждый получал свою долю, а затем оставался, чтобы помочь следующему. Одна девушка, несшая на руках краснолицевого младенца, получила возможность пройти вперед благодаря уступкам окружающих. Джек стоял в стороне, наблюдая, словно пытаясь запечатлеть все в своей памяти. Под поздним солнцем, в конце дня, Джек понял, что самая ценная вещь после шторма не в переполненных ящиках с подарками, а в том, как люди относятся друг к другу искренними взглядами, поддерживающими руками и сердцами, не ожидающими ничего взамен. Среди утрат никто не остается одиноким, ведь человеческая доброта – это единственное, что не может быть смыто потоком воды. На следующее утро, когда Джек только что вернулся в город после долгого дня благотворительной работы, его телефон зазвонил. Это было сообщение от Хэм. «Я жду тебя в кафе Минхёнг. Нужно поговорить наедине». Несмотря на усталость, Джек отправился туда. Он не хотел, чтобы кто-либо неправильно понял его намерения, и уж тем более не собирался кому-либо что-то быть должным, даже отказываясь. Кафе Минхёнг располагалось на тихой улице, аккуратно украшенной свежими цветами, тортом и 2 стаканами апельсинового сока, уже расставленными на столе. Хёнг была одета в черное платье, волосы свободно не спадали, а улыбка озарила ее лицо, когда она увидела Джека. На столе лежал торт в форме сердца с аккуратно написанными словами «Хоонг Джек». Она подтянула стул, приглашая его сесть, и протянула букет фиолетовых цветов, который подготовила заранее. Джек принял букет, кивнув с благодарностью. Он понимал, что она хотела этим сказать. Хён, сделав небольшую паузу, начала: «Я знаю, что поступаю смело, но хочу сказать прямо. С первой встречи я почувствовала к тебе симпатию. Я лишь надеялась, что если у тебя никого нет, ты дашь мне шанс». Джек молчал, смотрел ей прямо в глаза, а потом спокойно, но решительно произнес:
Спасибо за твою искренность. Я ценю это. Но сейчас я сосредоточен на работе и не готов к отношениям. Хён попыталась сдержать улыбку, но ее глаза выдали печаль. Значит, у тебя уже кто-то есть? Джек не стал отрицать. Он встал, аккуратно положил букет обратно на стол, вынул кошелек, чтобы оплатить торт и напитки. 2 миллиона, без торга. Прежде чем уйти, он поклонился. «Прости, что заставил тебя ждать. Желаю тебе счастья и чтобы ты встретила того, кто достоин тебя». Хён наблюдала, как он уходит, охваченная горечью. Она тихо прикусила губу, затем взяла телефон и написала сообщение Хай. «Проследи, пожалуйста, кто эта девушка с фермы». Позже он вернулся домой, чтобы навестить мать, которая ждала его уже много дней. Услышав, что сын вернулся, она вынесла на веранду теплый чай, аккуратно разливая его, и слегка упрекнула. После шторма нужно было хотя бы сообщить маме. Джек улыбнулся. «Я был занят». «Мама, ты волнуешься?» – спросила она. Мать рассказала ему, что ее знакомые предлагали ему замуж своих дочерей, но он отказывался, потому что уже любил Тутин. Мать удивилась, но не разозлилась. Она спросила подробнее, а потом мягко улыбнулась. «Мама просто хочет, чтобы ты жил в согласии с самим собой. Эта девушка развелась, ей особенно нужен кто-то, кто поможет ей встать на ноги. Если ты действительно любишь ее, помоги ей восстановиться». Джек кивнул, почувствовав легкое облегчение. Для него поддержка матери стала первым шагом к тому, чтобы сделать то, во что он действительно верил, быть рядом с тем, кто начинает все с нуля. В тот обед Джек подвез свою мать на ферму, где Тутьен живет и восстанавливается после шторма. Дорога извивалась, а солнце, выглянувшее после многих дождливых дней, заливало горы нежной зеленью. Мать Джека сидела на пассажирском сиденье, время от времени оглядываясь в окно, словно пытаясь найти отголоски давно забытой памяти. Когда Тутьен занималась разжиганием огня, она услышала, как автомобиль остановился перед двором. Выходя, руки ее были еще испачканы зольником, и не успев поправить волосы, она увидела, как Джек вместе с его матерью приближаются. Мать Джека улыбнулась и мягко сказала: «Ты так устала, как же ты себя чувствуешь в последние дни?» Тутьен почтительно поклонилась и пригласила их войти. На небольшой веранде уже был расставлен бамбуковый стол, и все трое уселись вместе в просторном уголке, окруженном лесистыми горами. Джек засучил рукава, помогая Тутьен нарезать овощи для рыбы, а его мать суетилась, подбирая приправы. Тутьен с удивлением наблюдала, как быстро и ловко она справлялась со всеми приготовлениями. Обед состоял из тушеной рыбы, жареного мяса, вареной папайи и супа из дикой зелени, собранной в саду. Дым от дровяной печи густо поднимался, распространяя аромат по всему двору. Мать Джека одобрительно кивнула и сказала: «Вот так вкусно! Настоящая домашняя еда, которой не бывает в городе». Во время трапезы она тихо сказала Джеку: «Я подумываю купить немного плодов рыбы для разведения в пруду и газовую плиту, чтобы готовить было удобнее». Но Тутьен лишь улыбнулась и покачала головой. «Я привыкла к печке на дровах». Увидев, как горят дрова, и послушав звон кастрюль, ей вдруг стало тепло на душе. Мать Джека с нежностью посмотрела на нее. Затем достала из сумки несколько сладостей, чтобы отнести их в подарок пожилым соседям, как к вечеру Джек повел машину, чтобы отвезти мать домой. Тутьен стояла у ворот, держа в руках связку спелых бананов. Мать Джека обернулась и сказала: «Если что-то будет не так, просто скажи. Если здесь чего-то не хватает, я попрошу принести». Тутьен лишь тихо кивнула, не находя слов. По дороге домой мать Джека на некоторое время замолчала, а потом тихо сказала: «Та девушка такая добрая и трудолюбивая. Мама спокойна, когда видит, что ты рядом с ней». Джек посмотрел на мать, и его губы слегка изогнулись в легкой улыбке. Для него сегодняшняя встреча была не просто знакомством. Это было тихое, но полное доверия и одобрения от самого важного человека в его жизни. И в мягком вечернем свете, среди простой и мирной атмосферы фермы, Джек понял как никогда ясно: это то место, куда он хочет вернуться, и это та, с kém он хочет идти по жизни. Cung của một người phụ nữ bị phản bội, vô chẳng mang gì ngoài bộ quần áo cũ kỹ, trái tim vỡ nát. Bóng lưng cô nhỏ bé đơn độc giữa con đường làng quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng có
từng gìn giữ suốt năm qua giờ đây chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi khỏi nhà mà nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dân trong chính gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tử Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm trong nước mắt. Nỗi đau khôn nguôi bị người chồng mà cô từng yêu đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn.